Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео я буду делать макияж новинками декоративной косметики Oriflame. Я буду использовать сегодня палитру консилеров The One, возможно даже все три. Также протестируем с вами матирующую пудру, посмотрим все три оттенка. Нанесу подводку маркер и посмотрим, насколько она легко наносится. Также я буду использовать карандаш Cushion для бровей Giordani новый и покажу вам сводчи двух оттенков. И потом нанесу на губы тинт. Выберем из трех оттенков с вами и, наверное, даже если решусь, нанесу на щеки, но, честно говоря, очень переживаю, что будет слишком ярко. Если вам все это интересно, то поехали! Сейчас я перед вами без макияжа совсем. И, конечно же, когда я сняла видео о моем заказе, вы у меня очень внимательные, и многие из вас увидели, что-то со мной не так. Это не секрет, я просто, наверное, не стала говорить. Мне было интересно, заметили ли вы какие-то изменения или нет. Да, действительно, многие оказались правы. Я сделала блефаропластику, буду писать в Инстаграм об этом, или уже написала сейчас. Очень долго я о ней думала, и мне было очень тяжело решиться, но слишком много было за, и вот наконец-то я решилась. И сейчас, по-моему, самое удачное такое время, чтобы испытать палитру консилеров. И честно, мне немного волнительно, конечно, вот так вот перед вами, прям практически со свежими швами, потому что прошло всего 15 дней, все у меня отлично зажило, и тем не менее есть что замаскировать нашими новыми консилерами. У меня были даже вот такие небольшие кровопотеки под глазами после операции от давления. Ну, какое-то поднялось там давление. И, в общем-то, вот здесь вот оказались небольшие, ну, типа синячки. Уже практически все прошло, но немножко осталось, тоже будет что замазать. В общем-то, да, вы правы. Я благодарю вас, что вы у меня такие корректные, что вы так вот прямо корректно действительно писали под видео о моем заказе, но обсудили. Я понимаю, что мы с вами уже близки стали за эти годы, и вас тоже волнует, что со мной происходит. Но единственный момент, те, кто мне будут рекомендовать сделать что-то еще, то вы можете полететь в бан, потому что это мои личные границы. Давайте так, я буду сама решать, что мне с собой делать. Все остальное, да, я рада, что вы за меня рады, и что вы относитесь позитивно к моим изменениям. Итак, поехали тестировать новые консилеры The One. Здесь у нас будут три палетки. Для меня это продукт вообще совершенно новый. Я никогда таким не пользовалась. И сейчас попробую. Мне тоже будет интересно. Давайте посмотрим сводчи всех трех палеток и рассмотрим саму палетку. Приходит она вот такого горчичного цвета упаковки. Упаковка уже нам знакома. Мы видим на ней логотип, видим название, что это корректор кит. Обратите внимание, что написано на упаковке, что это корректор, а в каталоге Oriflame написано, что это консилер. Вообще это немного разные продукты, корректоры и консилеры. Корректоры более плотные, консилеры более увлажняющие. Представлены в гамме Oriflame 9 оттенков, по 3 оттенка в каждой палетке. И здесь мы находим и цветные консилеры, корректоры, и также телесные. Отличие в том, цветных консилеров от телесных, что цветные наносятся под тональный крем, а телесные на тональный крем и создают коррекцию и корректируют различные, ну, цвет на коже, цвет воспаления, и в том числе можно с помощью телесных консилеров, корректоров делать скульптурирование лица. В общем, все это мы сейчас с вами попробуем. В каждой палетке 3,9 грамма, каждый цвет по 1,3 грамма, и изготовлены эти продукты в Италии, и 24 месяца срок годности с момента вскрытия. Открывается баночка, просто вот такая крышечка, которая снимается на резьбе. Первая палетка, которую я открыла, это 40772 в оттенке светлый. Здесь у нас 3 оттенка, которые предназначены для разных задач. Зеленый оттенок для маскировки покраснения и воспаления. Зеленый цвет нейтрализует покраснение, высыпание, аллергию
аллергическую реакцию, шрамы. Вот, наверное, сейчас я буду как раз зеленым оттенком маскировать свои шрамы, которые у меня остались. Также солнечные ожоги, угри, акне, и зеленый корректор, он именно хорошо воздействует именно на красноту. Также еще один оттенок золотисто-желтый для маскировки темных кругов, шрамов, сосудов, пятен. Единственное, что золотисто-желтый оттенок, он не подойдет у нас для светлой кожи, будет слишком ярко-рыжим. Также здесь есть светло-бежевый оттенок для сияния кожи, его можно нанести на область внизу под глазами, на область нижних век. Давайте посмотрим все три палетки и потом уже я буду наносить. Вторая палетка у нас средняя, здесь мы находим три оттенка, код ее 40773, и здесь у нас желтый цвет для подсвечивания средней кожи. Желтый корректор отлично скрывает синяки под глазами, красноту, веснушки, родинки, пигментные пятна, различные сосудистые звездочки, черные точки. Единственное, не подходит желтый корректор для светлой кожи. Нужно быть очень аккуратными, чтобы вот эта яркая желтизна не подчеркивала, наоборот, ваши какие-то моменты на лице. Следующий оттенок розовый для здорового сияния, стирания следов усталости. И розовый корректор нужно использовать, чтобы придать коже свежий вид. И он будет устранять зеленый оттенок кожи и различные синяки. У меня вот здесь есть небольшой такой синячок от воспаления. Попробую как раз его скорректировать розовым оттенком. И, кстати, на нижней веке мне хочется нанести именно розовый цвет сегодня. И есть еще один оттенок. Это бежевый. Нейтральный бежевый — это универсальный цвет. Он для маскировки пигментации, также темных кругов, шрамов, сосудов и пятен. Но если у вас даже в принципе нет никаких явных недостатков, то вот этот нейтральный бежевый цвет, он поможет в принципе просто вот немного скорректировать лицо, сделать его более фарфоровым. И есть еще третья палетка, достаточно интересная. Я когда искала информацию в интернете, я нашла только на одном сайте Oriflame, на турецком. Там всего две палетки, третьей нет. Третья палетка, вот эта темная, она есть только в российском каталоге, по крайней мере пока. И здесь у нас прямо, вот знаете, это скульптурирующая палетка. Мне нравится, что нет сияющих частичек вообще, нет явно выраженной рыжины. Это вот прямо палетка такая очень чудесная для контурирования, скульптурирования лица в макияже. Здесь тоже у нас три оттенка. И первый оттенок у нас светло-коричневый для маскировки темных кругов, шрамов, сосудов и пятен. Коричневый для маскировки белых пятен и фиолетовых точек. Возможно, тоже какие-то синячки или сосуды. У меня вот здесь есть небольшой шрам на лбу. Как-то во время беременности я теряла сознание. Наверное, это и есть вот такое белое пятно, да, ну, может быть, какая-то пигментация есть белая тоже на лице, которая маскируется с помощью этого тона. Ну и темно-коричневый — это то самое скульптурирование, в том числе темно-коричневые можно использовать для выравнивания тона и маскировки несовершенств. Для того, чтобы консилеры лучше наносились, хорошо бы использовать какую-то увлажняющую основу. Отлично подходит вот такая вот основа Giordani. Именно сейчас я ее и нанесу на кожу. У нее есть небольшие сферы, которые при нанесении растворяются, придают оттенок кожи лица, придают здоровое сияние. Я видела даже в чатах вот про эту основу, пишут, что это брак. Один раз я увидела, что вот эти шарики, они катаются, а их на самом деле не должно быть. Вот, смотрите, может быть, вам видно, что эта основа, она приобретает такой небольшой бежевый оттенок, и мне очень нравится перед макияжем увлажнять лицо именно вот этой основой. Сейчас я это сделаю, и таким образом у меня потом и тон ляжет лучше и ровнее, и корректоры тоже будут ложиться на лицо ровнее, лучше садиться. У меня, кстати, вот возле крыльев носа тоже есть небольшие покраснения, тоже сейчас я вот прям корректор буду использовать в полном объеме, везде нанесу и посмотрю на их поведение.
Буду, естественно, я сейчас замазывать шрамы. У меня на одном веке прям вообще вот все замечательно, а с другой стороны остались вот здесь вот небольших 2 синячка. И вот посмотрим сейчас мы с вами корректоры в действии. Вот эта основа, она очень быстро впитывается, очень ее надо быстро наносить, и лицо становится увлажненным. Ну что, давайте я буду наносить с зеленого корректора, как раз буду маскировать красноту, проверим корректор в деле. Можно наносить плоской кистью, растушевывать можно потом спонжем, либо наносить вот такой кистью пушистой для растушевки. И если мы наносим пушистой кистью, то получается более тонкий слой, и если плоской кистью, то получается более плотное нанесение. Ну, я сейчас нанесу для начала и вот такой плоской кистью, а потом уже мы с вами посмотрим, как поведет себя консилер на лице. Вот я беру зеленый, как раз набираю цвет, и сейчас буду покрывать вот эту всю свою красноту. Верхнее веко. Кремовая основа у консилеров, и также содержит консилеры ухаживающий витамин Е. Совершенно без отдушек, ничем не пахнет. Вот вы видите, смотрите, зеленый оттенок полностью у меня перекрыл красноту. Кстати, на консилер сверху можно наносить еще вот на такой плотный консилер, можно наносить ваш привычный уже потом, чтобы придать сияние, чтобы сделать именно тон в макияже. Давайте посмотрим здесь посерьезнее. У меня краснота. Посмотрим, как перекроется здесь. Такое ощущение, что становится даже темнее. Ну, сейчас посмотрим. Такие у меня зеленые тени получились, да? Кстати, те, кто мне писал, что я как будто бы плакала, я думаю, это вот такое получилось ощущение именно из-за того, что у меня вот здесь вот с одной стороны осталась вот эта еще припухлость. Поэтому у вас могло сложиться такое впечатление. Нет, у меня все хорошо, слава богу, я не плакала. Это просто такие вот остаточные явления после операции. Ну что? Перекрылось у меня что-нибудь? По-моему, все равно вот этот сам шрамик, он остался. Но мы еще берем во внимание, что он еще достаточно свежий. А сейчас я очищу кисть и буду наносить внизу на нижнее веко розовый консилер. Мне прям очень хочется его попробовать. Я беру вторую палетку, набираю на кисть и наношу. Мне кажется, что прямо достаточно яркий цвет, но должен придать свежесть взгляду. Слушайте, это такая игрушка интересная, прям хочется его наносить и наносить. Да, вы видите, что начинает меняться лицо вместе с консилерами. Вообще, представляете, до какой степени я вам доверяю, что я вам вот это все рассказываю про свои изменения в жизни и показываю себя без макияжа. Всего 2 недели прошло, и я уже перед вами снова крашусь. Так, ну, какой-то он розовый, желтый прямо на вид. Ну вот так. Так давайте вот это попробуем. Сейчас я возьму бежевый другой стороной кисти и попробую вот это все закрасить. Ну здорово, смотрите, перекрывает хорошо. Но я вот никогда не пользовалась вот такими вот делами. Мне кажется, что это все-таки для визажистов настоящих, которые вот тут замазали, и потом вот на фотосъемку, на какие-то отфотошопленные еще потом дополнительно фотографии, что для обычных людей. Ну, посмотрим, что у меня сейчас в итоге получится. Сейчас вот здесь вот, где крылья носа, красноту я прибью консилером. Вот сейчас я вижу, что я прям вся какими-то пятнами. Я не визажист, я стандартный рядовой обыватель, пользователь. А, вот еще у меня здесь шрам, сейчас мы его тоже будем замазывать. У нас с вами отношения скоро будут, как у Земфиры. Я помню все твои трещинки. Вы будете знать про меня все, уже, наверное, знаете. Так, вот. Теперь у меня желтый шрам на лбу.
Так, давайте еще здесь у меня есть какая-то краснота. Вот это мы все замажем. Вроде как надо наносить сверху на тональный крем, но я не знаю, как вот это все оставлять на тональном креме. Наверное, давайте я все это, что у меня еще где осталось. Ну, таких явно выраженных покраснений я не вижу. Здесь прям желтое пятно. Так, сейчас я сделаю по-другому. Самую темную, две палетки вот мы с вами попробовали. Самую темную я оставлю на скульптурирование. Посмотрю, попробую что-нибудь сделать. Я сейчас возьму вот такой спонж и попробую вот это все теперь спонжем растушевать. Я видела, что прокатывает. Смотрела девочек-блогеров. Я не могла понять, как вообще вот этим всем пользоваться. Я смотрела блогеров, ну, которые другие корректоры других компаний показывают. Я смотрела, что они и как делают. Но здесь прям неплохо на нижних веках. Прям мне даже нравится. Так, я буду ждать все ваши впечатления. Я же вам сейчас все свои впечатления рассказываю. Знаете, что мне хочется сделать? Мне хочется взять и сейчас на верхние веки нанести тоже розовый консилер. Я вот путаюсь, как их называть правильно. Консилер. Oriflame по-русски называет консилер, а по-английски корректор. Вы уж определитесь, хочется сказать. Как это на самом деле? Вот эту вот зелень я хочу замазать. Можно я так сделаю? Все равно остается часть шрама, которая пока не скрывается. Но он еще достаточно свежий. Как еще можно использовать консилер, например, вместо праймера для губ? Если у вас нет праймера или вот как я, вы им не пользуетесь, можно просто нанести на губы, прибить их естественный цвет. Опять же, станут более ровными губы. Смотрите, как интересно. И потом наш тинт, который я буду в конце наносить, он будет лежать более ровно. Также такими палетками очень здорово корректировать макияж. То есть если где-то у вас стрелка вышла не туда, куда вам нужно, либо брови вы красите и тоже где-то вы заехали не туда, либо вот контур губ вам надо подкорректировать, вы тоже берете кисть, берете палеточку и корректируете. Для заполнения бровей рекомендую тоже использовать консилер. И смотрите, можно взять темный оттенок и немножечко нанести на бровь, тем легче мне будет потом использовать карандаш для бровей. Брови будут более заполненными. И немного нанесу сейчас на вторую бровь. Также для того, чтобы сделать бровь более графичной, я сейчас возьму золотисто-желтый оттенок и нанесу его под бровь. Когда я буду брови потом красить карандашом Giordani, они будут более скульптурными. Вообще, я так поняла, вот эти корректоры — это такая штука, которыми можно делать все, что угодно. В принципе, чем не коричневые тени, да, можно сделать контур и сделать вот этим темно-коричневым корректором даже тени. И, ну, давайте я тон нанесу, а потом уже буду экспериментировать дальше. А сейчас я буду наносить свой любимый флюид, потому что у него самое лучшее перекрытие. Я называю его тональный с пипеткой, и он жидкий очень, но тем не менее мне нравится по текстуре. У меня слоновая кость. Можно наносить на руку, потом переносить на лицо. Ну, я делаю вот так, и мне это очень удобно. Наношу 4 капли и потом вбиваю. Вот сейчас я уже затонирую лицо. И потом буду делать остальной макияж. Теперь я нанесла тон на лицо, и надо закрепить консилер и тон пудрой. Что я могу сказать? Вот этот глаз вообще идеален, просто идеален, все перекрылось. Здесь у меня посерьезнее, конечно, немножко шрамик, но он не перекрылся. Все остальное, ну, как бы все равно, вот после того, даже как я использовала эти палетки, я не вижу такой большой необходимости в них, потому что тон перекрывает вообще идеально. Единственное, я хочу попробовать сделать контур, но
честно говоря, немного переживаю, как у меня это получится, но тем не менее давайте экспериментировать. Наносим, и давайте я как-то плохо наносится кистью, давайте я буду сразу растушевывать кистью для контуринга. По-моему, даже и неплохо, мне даже нравится. Давайте так, если я наношу немного не туда, вы меня сильно там не критикуйте, потому что я вообще это делаю очень редко. Если мне надо сделать какой-то профессиональный макияж, для этого есть профессиональные визажисты, я могу к ним всегда обратиться. А вот эти вот свои места, где это наносится, я все никак не могу определить, почему-то мне это сложно дается. Но вот я могу вам единственное показать, да, вы видите, что тушуется вообще великолепно. И получается такое, да, небольшое скульптурирование, и, по-моему, даже выглядит неплохо, как вы считаете. Что, с носом будем экспериментировать? Давайте попробуем. Как там делают в Инстаграм, давайте. Сама делаю, сама боюсь, что у меня получится. Да и ничего так, да, девчонки? Мне нравится. Может, тоже не очень ровно, но в принципе, по-моему, неплохо. И давайте сделаем какую-то имитацию теней, потому что у меня здесь все равно осталась небольшая темнота от шрама. Вот это мы все сейчас закорректируем, ну вот самым темно-коричневым корректором. Экспериментировать так экспериментировать. И растушую я это сейчас вот такой вот кистью. Пушистой для тушевки. Ну, отлично, по-моему. Так, давайте переходить уже дальше, потому что у нас еще много новинок, а я так увлеклась этими корректорами. Давайте посмотрим пудру. Новинка, компактная матирующая пудра The One Everlasting. Это прессованная пудра, у нее средняя степень покрытия. Обещает нам стойкость до 10 часов. Давайте посмотрим саму упаковку. Такого ярко-кораллового она оттенка. 10 грамм в пудре, производство Италия. И с момента вскрытия тоже здесь 24 месяца. Внутри мы видим пудру черную, везде мы видим этот логотип The One Stockholm и на упаковке картонной, и также на самой упаковке пудры. Она, кстати, вот немного такая с люфтом эта упаковка. Не знаю, если для вас важно, чтобы была прям плотная упаковка, то вот эта она немного ездит. Вот крышка. Также пудра украшена серебристой окантовкой. Открываем, видим, в крышке есть зеркало. Небольшое, но тем не менее зеркало. Кстати, в это зеркало очень даже прилично выглядит вся моя коррекция, даже гораздо интереснее, чем в большом зеркале. Так, также здесь лежит пуховка. Если вы хотите более плотное покрытие, то вы наносите вот такой вот спонжиком таким, это даже не пуховка, а спонжик. Если вы хотите более легкое, более такое рассыпчатое, бархатное, то вы берете кисть. Но вот по моему мнению и в моем личном опыте макияжа, кисть пушистая — это для макияжа дома, когда вы вот тщательно делаете макияж, все это укрываете кистью, потом излишки стряхиваете, еще стряхиваете с кисти, потом еще убираете излишки кистью. Если у вас компактная пудра, вот это все с кистью, вся вот эта история, это для рассыпчатой пудры, вот на мой взгляд. Если у вас компактная пудра, то вы уже пользуетесь ею в дороге, на ходу, для того, чтобы убрать блеск, и уже здесь вы пользуетесь именно родным спонжиком. И сейчас я буду наносить именно спонжиком, потому что с компактной пудрой мы пользуемся чаще всего именно им. Здесь мы видим 3 оттенка, опять мы видим логотип на самой пудре, и давайте посмотрим, как эти оттенки перекрывают. Я сейчас наношу карандаш на руку, карандаш Giordani коричневый, вот у меня под рукой, я его как раз нанесу, и смотрим,
посмотрим первый оттенок пудры, это 34647, вот она как раз у меня в руках, светлый. Вот я наношу на палец, вы видите, насколько это плотная пудра, она будет матировать, значит, убирает лишний блеск на коже. И вот вы видите, что карандаш перекрывает очень даже неплохо. Ну вот, как и заявлено, у нее средняя степень покрытия. А давайте возьмем следующий оттенок, это у нас оттенок 34648, и я набираю его также на пальчик, и мы видим, что перекрывает так же, как и светлый, может быть даже чуть-чуть посильнее, может быть за счет того, что сам оттенок он более пигментированный. Давайте посмотрим еще одну пудру, 34649. Это у нас темный оттенок, но вот на мой взгляд не такой уж он и темный, как может показаться на первый взгляд. Ну, также перекрывает, и также мы видим вот все три оттенка сейчас на карандаше. Вы видите, что хорошее покрытие. Но надо еще посмотреть, как это покрытие будет вести себя на лице, правильно? Вот давайте я вам покажу все три пальчика моих, пока я их не стерла. Вот таким образом выглядят все три пудры в сравнении. А вы уж там выбираете. Вот сейчас у меня в руках, как всегда, я выбираю себе средний оттенок. Это у нас 34648. И именно его я буду наносить на лицо для того, чтобы уже закрыть макияж, для того, чтобы его завершить. Вот смотрите, насколько плотно ложится пудра на спонж и покрывает, хорошо покрывает, прямо родной мой оттеночек, и кожа выглядит бархатной. Как мне нравится в последнее время пудра в Oriflame. Это такой мелкий помол, и ложатся они просто замечательно. Недавно я тестировала пудру Giordani, это просто песня. Я сейчас пользуюсь этой пудрой, и пор не видно. И вот сейчас я вижу, в принципе, очень похожий результат вот от этой пудры. Видимо, это вот это матирование, да, вот обеспечивает такое удовольствие от нанесения. Знаете, я даже наношу сейчас, вот видите, я даже это медленно делаю, и это получается очень мягко, очень нежно. Можно прибивать, конечно, это кто как привык называется. Но вы видите, вот у вас на глазах блеск весь уходит, и вот эта вся коррекция, которую я делала, она вся выравнивается. Ну, чудесно. На мой взгляд, чудесно. Пудра замечательная. Мне кажется, Giordani перекрывает чуть посильнее, но тем не менее прекрасная пудра. Ставлю я ей вот прям 5 баллов, и если бы я не пользовалась Giordani, наверное, я бы себе сейчас эту пудру заказала. Что мы делаем дальше? Что у меня лежит следующее? Это подводка маркер Giordani. Давайте ее рассмотрим. Подводка маркер обещает нам, что она будет насыщенного черного цвета, обещает скользящую мягкую текстуру, ухаживающие компоненты и безупречные стрелки. Аппликатор гибридный, содержит 300 мягких ворсинок для безупречно точного и ровного нанесения. Обещают атласный финиш, ухаживающие компоненты. Ну что, давайте наносить. Сейчас у меня веки приподнялись. Вы не представляете, как это тяжело смотреть все время на мир из-под прикрытых глаз. У меня последние, наверное, полгода уже даже было такое депрессионное постоянное состояние, потому что такое чувство, что я все время хмурюсь. Это тоже было вот одним из, наверное, последних шагов, почему я вот это сделала, потому что у меня было все время ощущение, что вот какое-то подавленное, потому что, ну, вот прикройте глаза и поживите с этим. Вот, и поэтому сейчас, мало того, что у меня глаза открылись, еще я могу вам показать, наконец-то, стрелки, подводку. Ну что, давайте порисуем. Я начинаю всегда с внутреннего уголка глаза. Ну что, почему ты не рисуешь? Ага, поехали. Чуть-чуть надо прижать. Боится рисовать у меня стрелки. Ну что такое? В чем-то тут гибридность вот этого
кончика. Я не понимаю, как это все работает, потому что он не красит именно самый-самый кончик, он почему-то не прорисовывает. Когда я прижимаю, получается очень толстая стрелка. Дорогой, на руке ты рисовал гораздо лучше. Давай, я в тебя верю. Ну вот, в общем-то, как-то так. Может быть, не очень ровно я нарисовала. Давайте, давно я стрелки не рисовала. Но, тем не менее, стрелка есть. Я не совсем поняла, что это за кончик, в чем его идея, потому что такое ощущение, что это вот гибридность, наверное, это, наверное, фломастер, но здесь еще есть 100-500 ворсинок, которые обозначают, что это полуфломастер, полукисточка. Ну-ка, давайте со вторым глазом попробуем. Может, надо вот так сделать, чтобы он стал... Девчонки, кто рисует этими вещами? Как этим пользоваться? Почему он не красит? Знаете, он на руке нарисовал вот прямо прекрасно, но на веке он не хочет рисовать. Я не знаю почему. Просто вот кожа тянется за кончиком. Но стрелки не получается. Если у вас не получились стрелки, то у нас есть что? Корректор. И мы берем и кончик сейчас мы как раз корректором скорректируем. Помните, я вам говорила? Корректоры отлично помогают исправить ошибки в макияже. Ну, не буду я давать вам каких-то дополнительных пояснений по этой подводке. Там вот что-то стучит, наверное, для того, чтобы опускалась жидкость в сам кончик. Я не совсем поняла этот продукт, мне было рисовать неудобно. И вот здесь я до сих пор нарисовала неровно. Ура! Ура! Ровно! Давай, давай, давай! Ну что, я буду с разными глазами? Давай дорисуем. Я люблю обычную жидкую подводку, когда я вообще подводкой редко пользуюсь, может быть, сейчас буду пользоваться чаще, но я люблю обычную жидкую подводку с обычной кисточкой. Окунали в жидкость, закрутили, да, вот в саму подводку, достали, провели, все. Здесь вот какая-то вот своя особая система. Поехали дальше. Что у нас еще осталось? Пока подводка у меня подсыхает, давайте рассмотрим два карандаша. Отличный, просто, на мой взгляд, вышел продукт. Это двусторонний карандаш Cushion Giordani в двух оттенках. Карандаш двусторонний, механический, для выразительных ухоженных бровей. С одной стороны мы видим грифель треугольной формы с кремовой формулой, чтобы придать форму бровям. Вот такой вот светленький. Сейчас я на руку нанесу, и вы увидите, как он выглядит. Мне нравится такой сероватый подтон. Задалась тенденция в помаде для бровей The One, и вот здесь вот продолжается. Оттенки не рыжие, а именно такие вот очень-очень приятные, тауповые, ну, таупово-бежевые, классно смотрятся. И с другой стороны у этого карандаша другой колпачок. Здесь он накручивается. И были в Oriflame очень давно карандаши, по-моему, именно карандаши для глаз, вот такие же закручивающиеся. Почему? Потому что внутри колпачка вот эта вот самая пудровая текстура, которая при закручивании обволакивает губочку кушин. И вы видите, что он вот ходит. Видите, он здесь прижимается и отжимается. Именно потому, что постепенно вот это пудровое наполнение, оно будет уменьшаться, и карандаш будет внутри колпачка разжиматься. Это классно работает. Давайте покажу вам на руке этот мягкий аппликатор Cushion с богатой минералами пудровой текстуры
будет здорово заполнять пробелы, ухаживать за бровями и создавать бархатистый финиш. Но я буду наносить темный карандаш, поэтому давайте его тоже посмотрим. И вот с одной стороны, с треугольной, он более темный. Вот я вам сейчас показываю сводч на руке. И с другой стороны мы видим точно такой же кушон аппликатор, который закручивается внутрь колпачка, где непосредственно сама вот эта пудровая основа. Давайте сначала я прокрашу бровь. Можно я на брови светлые не буду наносить? Ну, все-таки я макияж делаю, чтобы у меня не были разные брови. А вот темные прямо замечательно. Кто-то мне писал там в комментариях, я помню, что бровки бы потемнее, будет здорово. Мне, кстати, самой тоже нравятся бровки потемнее. Рисую сейчас на глазок. Действительно рисует очень здорово. Вообще, Oriflame, кто у вас там занимается продуктами для бровей, давайте премию этому человеку, потому что глаза разбегаются, выходят продукты лучше и лучше, не знаешь, чем пользоваться. Я только недавно перешла на помаду для бровей, и вот снова вышел замечательный продукт. Но очень пигментированный карандаш. Я прямо еле касаюсь, потому что все-таки задача карандаша для бровей прорисовывать волоски, не кожу, а волоски окрашивать. Поэтому, когда вы рисуете карандашом, не нажимайте, не старайтесь прокрасить кожу. Хотя, в принципе, это кто как любит, но я вот люблю именно брови, когда накрашены, не кожа бровей. Вот так вот примерно я сейчас нарисовала. И что, давайте попробуем с другой стороны кушон. Вот он у меня сейчас все выровняет, все пробельчики заполнит и сделает мою бровь ровной. Темноват, по-моему, как вы считаете? Ничего? Нормально? Или наоборот, ярко и красиво? Все тестирую первый раз вместе с вами. Сейчас еще тушь будем пробовать. Ну вот к этой губочке надо, конечно, приноровиться, где вот остреньким краешком, где наоборот приложить более плотным. Вот такие у меня получились брови. Ничего, да? Нормально? Наверное, все-таки в жизни я бы использовала светлый карандаш. Наверное, я погорячилась. Ну что, давайте дальше. Не хватает чего у нас? Не хватает у нас, конечно же, туши. Тушь у нас будет сейчас на тестирование стойкая. Я не люблю, я даже вот не стала делать отдельный тест-драйв. Я не люблю водостойкие туши. И вот только ради вас, чтобы показать вам кисточку и показать вам нанесение, сейчас буду ее наносить. Ярко-красная, такая ярко-коралловая упаковка, приходит в целлофане, очень легко вскрывается. Берете вот так и надрывается целлофан, и дальше вы его снимаете. Обещают нам тушь с эффектом распахнутого взгляда, формула на основе легких гибких полимеров с особым водостойким компонентом, который будет обволакивать каждую ресничку дышащей пленкой. Пленка будет отталкивать воду и пот. Кисточка как бы нам говорит, что она похожа на кисточку 5 в одном, но нет. Нет, кисточка 5 в одном, она полностью в волосках. Да, она такая же силиконовая, а здесь какая-то вот морская звезда. Здесь 3 всего ряда волосков. Говорят, что есть подобные кисточки у других брендов, что это какая-то имитация, но я не пользовалась и вообще с трудом сейчас представляю, как можно прокрашивать. Вот помните, была у нас кисточка, по-моему, так и ушла из каталога, типа тушь шуруп была Giordani, и как-то вот мы ее не поняли. Вот здесь вот, по-моему, такая же история, что кисточка просто треугольная, просто вот в одну сторону ряд волосков, в другую и в третью, но изгиб как у кисточки 5 в одном. Давайте протестируем ее в нанесении. Подводка у меня уже есть, и сейчас я посмотрю, как будут выглядеть ресницы с этой тушью. Ну и ничего, вот в один слой нормально наносится. По-моему, очень сильно подкручивает ресницы. Но мне тяжело красить этой кисточкой. Я не понимаю, как ей красить, потому что либо щетинки, либо пустота на кисточке, и, соответственно, она
одни ресницы красит, другие не красит. Она как-то прокрашивает частично. Возможно, даже неплохая формула, если ставить другую кисточку. Но я вижу, что даже вот, да, действительно ресницы подкручиваются. Сейчас я вам покажу разницу. Это вот я крашу только вот пока в один слой. Но неудобно, мне неудобно. Вот, вы видите, вот такие ресницы, накрашенные в один слой. Да, действительно, ресницы стали яркие, выразительные. Вот, смотрите, видите разницу, да? Вот, я закрываю глаза. Да, ресницы есть, но не знаю. Не могу сказать. Если вы уже протестировали, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новая тушь. Также в новинках у меня пришли щипчики Oriflame для завивки ресниц. Здесь индивидуальная упаковка. Вот я сейчас вскрою и я вам покажу. Здесь есть дополнительная подушечка, которая всегда бывает в щипчиках. Я не понимаю, почему это такие узкие щипчики, что ими подкручивать. Это вот ноготь можно отщипывать такими щипчиками. А для ресниц, ну, я сейчас попробую, конечно, подкрутить ими, но почему они такие маленькие? Девочки, что вы об этом знаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это для каких-то глазок, как там в песне, 3 бриллианта, 2 карата. Но, тем не менее, давайте попробуем протестировать как раз вот. Здесь я вижу вот логотип. Ну, как? Вот это частями ресницы загинать, да? Больно, кстати. Потому что не видно. Потому что непонятно, где я подсовываю. Так, тестирование закрываю щипчиком, потому что я не понимаю, как ими подкручивать ресницы. Здесь максимум 1,5 сантиметра. Какой-то супер трендовый новый продукт. Так, давайте я накрашу второй глаз. Давайте вот так накрашу. Вот я накрасила второй глаз и хочу еще немного добавить глубины своему макияжу, потому что мне этого явно сейчас не хватает. Я просто беру тот же самый коричневый карандаш Giordani, который я использовала на тестировании с пудрами, и наношу его, ну, очень такими легкими движениями на нижнее веко. Конечно, это надо было наносить до того, как я тушь нанесла, но я, честно говоря, про него просто забыла. Вот такой вот у меня макияж сегодня весь задом наперед. Ну, мы тестируем новинки, это у нас как бы основная цель сегодняшнего моего обзора. И вот тушь у меня в один слой. Очень удобно иметь под рукой консилер. Если что-то где-то выскочило, где-то что-то я мазнула, я прям беру вот этой кисточкой, все прибивается вообще моментально. И вот у меня, кстати, на руке осталась подводка Giordani. Давайте сейчас попробуем стереть ее пальцем, потому что сейчас я буду переходить к тинтам, и мне нужно удалить ее с руки. И вы видите, что пальцем она не стирается. Ну что, у меня вот под рукой есть мицеллярочка, моя любимая. Бантик — это чтобы отличать ее от тоника. Сейчас я нанесу мицеллярку и посмотрим, как удаляется подводка. Вот, мицелляркой все удаляется просто идеально. И что, переходим с вами к тинтам. Тинты у нас 3 оттенков. Это очень интересный продукт. Он пришел к нам из корейской косметики. Он для того, чтобы мы могли сделать более выразительными наши губы и не переживать, что у нас сотрется помада в течение дня. Тинтами делается эффект зацелованных губ, также делается эффект, наоборот, четких губ. Это все зависит от того, каким образом вы их наносите. Тинты приходят вот в таких упаковках по типу бальзамов они сделаны. Первый оттенок 43506, это милый розовый. На мой взгляд, это даже, знаете, не розовый, а какой-то лиловый оттенок, хотя на губах, наверное, он будет выглядеть как раз как розовый. Второй оттенок 43507, это энергичный красный. И третий оттенок 43508, это свежий ягодный. На мой взгляд, это самый выразительный оттенок. И уже были в серии Visions когда-то в Remy вот эти вот скошенные пластиковые колпачки. Честно говоря, мне ими вот наносить и красить вообще неудобно. Поэтому, если вот я буду использовать такой тинт, я обязательно возьму кисточку для губ. Неважно, каким способом я буду этот тинт наносить. Способов несколько. И самый популярный
способ, эффект зацелованных губ, это когда мы наносим тинт на центр губ, прям вот в серединке, и уже пальцами, ну лучше не надо пальцами, потому что он въедается моментально, либо кистью мы наносим, вот разносим этот тинт уже к краю губ, и получается такой размытый контур. Либо наоборот, вы хотите прям яркие-яркие губы, и вы наносите тинт на губы с помощью кисточки, заполняете максимально, вот прям делаете ровный-ровный контур и ждете некоторое время, потом можно лишнее удалить, и у вас будет четкий идеальный контур, как будто вы сделали татуаж губ, и потом вы можете блеск наносить, вы можете CC-крем наносить, потому что все-таки вот этот красящий пигмент обычно в тинтах, он немного подсушивает губы, поэтому вы вот держите вот эти вот вещи под рукой, какие-то бальзамы, для того, чтобы потом в течение дня наносить на тинт, и будет эффект влажных губ с одной стороны, с другой стороны губы у вас будут ухоженными. Ну, как будто вы покрасили, вот кожу автозагаром, да, красят, а губы мы красим тинтом. То есть это чисто красящий, проявляющий продукт. И еще есть третий вариант, когда вы тинт наслаиваете, то есть кисточкой аккуратно уложили, подождали, остатки убрали. Еще раз нанесли, положили, остатки убрали. Из всего этого мне больше всего нравится первый вариант, эффект размытого контура, эффект своих родных губ, ну потому что девиз тинта — это свои губы, только лучше, да, то есть это то, что должен создать тинт, как будто это ваши такие губы, такие юные, такие яркие, такие какие-то по-детски припухлые. Вот это вот все, что умеет делать тинт. А яркие губы с контуром, это можно и сделать любимой помадой. Ну что, вот именно первый вариант сейчас я и буду делать. Наносим, здесь у меня, видите, консилер в виде праймера уже. Нанесла, вы видите. Я взяла самый темный, самый яркий. Вот я нанесла тинт, мне нравится оттенок, мне нравится, знаете, что губы смотрятся очень естественно, мне нравится, что он не отпечатывается и что вот он проявляется на губах, но он сушит, он реально вот немного подсушивает губы, но вопрос сухости губ решается очень просто. Вы берете любимое специальное смягчающее средство, и в этом каталоге у нас есть новиночка, специальное смягчающее средство с маслом мяты, которое содержит и пчелиный воск, и витамин Е, и в том числе эфирное масло мяты перечной. Вот в таком вот красивом мятном флакончике, тюбике, упаковочке, бочонке, к которому мы уже привыкли. Кстати, зеленого оттеночка, и вы наносите также на кисть, либо на пальчик и наносите на губы. И у вас губы и защищены, и очень приятно пахнут. Нежный аромат, не ядреный. Мне нравятся мятные ароматы. И нигде ваши губы не будут оставлять красящего пигмента. Вы можете есть, вы можете там что-то рассказывать, преподавать, и у вас помада не будет съедаться, и губы будут ухожены с помощью вот такого вот специального смягчающего средства. Ну что, нет, еще не до конца мой макияж закончен, потому что нужно еще щеки, да, ну как же мы уже без этого, нам нужно до конца эксперимент. Наносим мы на щеки. Вот я ищу свой тинт, боюсь очень. Видите, контур еще у меня какой-то остался, да, видите же, получилось с помощью палетки сделать, ну прям вот капельку, давайте, ладно, капельку сюда и капельку сюда. Лучше, наверное, это было бы сделать на руку и с руки взять. Смотрите, что происходит. Матрешка. Произошла матрешка. Сейчас я немного заберу. Как испортить макияж? Нанесите что-нибудь на щеки, что не собирались наносить. Давайте ограничимся губами.
хорошо, что видео заканчивается. Наверное, я неправильно сделала, как Oriflame рекомендует. Точечно нанести на щеки Oriflame рекомендует. Растушевать пальцами, бьюти-блендером или спонжем. Не кистью, да? Давайте бьюти-блендером попробуем. Да ничего. На видео вроде ничего, но достаточно ярко. Камера съедает краски, и это точно я могу сказать. И то, что вам может казаться неплохо, в жизни будет выглядеть значительно ярче. Ну, в принципе, вот такая вот матрешка у меня получилась. Но у меня же есть пудра, и мы сейчас прибьем немного пудры. В Oriflame была корректирующая пудра, которая замечательно просто с этим справлялась. Ну, в принципе, эта пудра, она тоже может вот немного лишнее прибить. Вот такой у меня получился макияж с помощью новинок Oriflame. Понравился ли вам формат? Было ли это видео полезно, информативно? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Если было полезно, то ставьте обязательно под этим видео лайк. Я очень старалась. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал Взлет и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока.